Сезон мух, комаров и мошек уже в самом разгаре, либо не в разгаре, но скоро-скоро начнется. Сегодня мы с вами протестируем и попробуем, как на самом деле работает или нет схема с кабель-каналом и обычной сеткой. Миллион раз видел этот ролик, но ни разу не тестировал, и, соответственно, мы с вами должны это сделать. Потому что, по-другому никак. Мы с вами будем использовать обычный кабель-канал. Я не буду делать большую москитную сетку, так как в моем регионе комаров практически нет. То есть отмерим по 32 сантиметра и нарежем нужные нам отрезки. Для этого мы используем обычный канцелярский нож. Все, вот так. И вот так. Все, и вот так вот отмерим 4 одинаковые, так сказать, планочки. Теперь, соответственно, каждый угол мы с вами обрежем под 45 градусов, вот таким вот образом. И, соответственно, этот угол мы обрежем также под 45 градусов, как и предыдущий, вот таким вот образом. У нас с вами получится вот такое вот соприкосновение. Под 45 мы с вами срезали все уголки и получили вот такую вот красоту. Далее берем вот такой вот клей, супер клей, цианоакрилатный. Он продается во всех интернет-магазинах, стоит недорого. Ссылочку оставлю в описании, где покупал. Все, срезаем шляпку. Всыпаем небольшое количество соды, прям вот так вот. Чуть-чуть насыпали клея. Там клея налили. Чуть-чуть сверху подсыпали. Клея налили. И сверху еще разочек так вот немножко клея. Точнее соды подсыпали. Вонище, конечно, дикое стоит. При контакте клея с содой и с пластиком просто аж глаза режет, он аж дымится, вы не представляете себе. Но, тем не менее, вы должны увидеть все плюсы и минусы данных роликов. То есть все вот это вот будет вот такими вот соплями висеть. Нормально приклеить это будет просто, наверное, невозможно. Потому что в любом случае клей протечет, сода рассыпется, и вот так вот все это будет выглядеть. Но, тем не менее, у нас все получилось. Вот, в 2 случаях из 4 клей протек. Будем списывать это на мою рукожопость. Возможно, руки и жопа. Теперь мы с вами нарежем защелки. 1, 2, 3. Защелочки под 90 градусов нам тоже будут необходимы. То есть одна готова, и вот таким вот образом она должна выглядеть. Все, сейчас делаем 4 и продолжаем. Все мы 4 штучки вырезали. Далее, в вашем случае на окна большие можно делать вот такие вот перемычки, да? Из такого же профиля пополам вот здесь. Также проклеивать, также для усиления будет очень и очень хорошо. Далее, мы просто берем вот так вот. Все, одели. Следом эту взяли. Надели. И теперь очень важный момент. Теперь берем, немножко подтягиваем нашу ткань, да, вот в этом углу, и одеваем с этого угла уже. Одели. Все, и защелкнули. Соответственно, здесь то же самое. Чуть-чуть поднатянули ткань, придерживаем рукой и вставляем эту защелку. Срезали 2. И последняя, четвертая сторона, вот так вот ее аккуратненько подрезали, так сказать. Получается, что мы с вами получили? Получили мы с вами вот такую вот москитную сетку. Соответственно, зажигалкой вот так вот обрабатываем все краюшки. И получаем вот такую вот замечательную москитную сетку. То есть она довольно-таки прочная, посмотрите. Никакие комары сквозь нее точно не пролетят. И вот такая вот москитная сеточка у нас получилась. Сделали мы маленькую специально, чтобы проверить,
как работает данная система, ломается или нет. То есть вот таким вот образом можно ее шевелить, и ничего не разваливается. То есть все держится довольно-таки крепко и в принципе имеет место быть. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит твой бюджет. А ссылочки на клей я оставлю в описании. Пока!